Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем с вами обозревать Lenovo Legion Y90. Насколько хорош этот смартфон? Во-первых, сенсорные триггеры, круто. Во-вторых, возможность съемки 8К 24 FPS. В-третьих, очень хорошая камера для такого смартфона, прямо хорошая, потому что он игровой. В-четвертых, он может быть оптимизирован под одновременную зарядку и игру. Он реально вывез у меня на лайв-канале, есть запись того, как я его тестировал 2,5 часа. Да, руки у меня были потными, да, в чехол его нельзя помещать, да, его нельзя класть на стол, он безумно шумит и еще много чего, да, но все недостатки будут, разумеется, в обзоре. У него хороший экран, у него отличный отклик, у него встают гуглы, правда, чтобы их поставить, мне понадобилось очень много времени, а у меня было много китайских смартфонов. И не факт, что они не слетят. И, разумеется, хочу напомнить, что вход и выход пишется на сам аппарат. 4К 60 FPS он снимает, максимум 8К, которые практически никому и не нужны. У него нет глобалки, но про недостатки в конце. А вообще, как игровой смартфон, если убрать все остальные функции и оставить еще чуть-чуть камеры, он топ. Смотрим. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я купил себе Legion. Это Lenovo, напоминаю, что еще раз, меня зовут Саня, и это пылесборник уровня, не будем богохульствовать, ну вы поняли. К чему я это все? Я его уже распаковал, для того, чтобы посмотреть, правда ли там реально дырка под кулер. Да. Всем, у кого есть компьютеры, кто физически понимает, что такое дырочки в смартфоне, ноутбуке, в телефоне или еще где-то, наверное, нужно выключить этот обзор. Но я надеюсь, что вы досмотрите его до конца, потому что, опять же, я захотел это дело проверить. Логично, что для длительного использования подобные штуки я никогда себе не приобрету. Почему? Потому что я сложно представляю, как сжатым воздухом я вот в эти дырочки луплю, и вполне возможно вентилятор магический внутри, который вас так сильно заводит, как и меня, навернется, а то, что туда будет забиваться грязь, это 99,9 в периоде. И после этой лирической ноты супер дешевый, мега крутой игровой смартфон от Lenovo. И пусть его глобальной версии не существует, но зато на английском языке вот эту прелесть вы сможете приобрести и играть просто до потери пульса. Если брать по спекам, напоминаю, что Lenovo бренд старый, древний, и максимальное количество ватт у зарядки у него 68, неплохо, китайская вилка, что неудивительно, с Type-C, получается на Type-C здесь кабель, плюс в карму, все прям современное. Если брать чехол и ключ для извлечения сим-карт, вообще плюс. Кстати, почему я еще, может быть, к Lenovo и Motorola отношусь так скептически? Потому что, что бы из Lenovo или Motorola я не покупал, это все уходит безумно долго на Авито у меня лично. Две физические симки можно запихать, прям как у топовых брендов игровых смартфонов, таких как Asus или, допустим, тот же Xiaomi-шный Black Shark. Неплохой такой чехол, немного запаха химии, он максимально твердый, пластиковый. И напомню еще, что помимо этого смарта у меня на руках Y700 планшет. На него уже был на лайве обзор-на Твиче про гонку по автономности. Не буду спойлерить. Смотрим, кому интересно, как и обзор. Защитная пленка есть. Вижу огромные рамки внизу и наверху. Вижу, что здесь, разумеется, у нас есть стерео. Никуда без него не деться, но, к сожалению, я не вижу здесь разъема под мини-джек. Так что все либо с переходниками, либо с беспроводными наушниками, либо вообще без наушников. Потому что игровой смартфон без мини-джека довольно, кстати, частое явление, и это плохо. Не только Legion этим делом грешит. Смотрим по весу. 258 граммов по размерам. Эта штука 177 на 78 и... По центру, конечно, камера, это прям очень интересная штука, ну ладно. И в максимально широком месте 11,4. Не такой он толстый. Вот так это дело будет у вас выглядеть в руке, если он будет без чехла. Если в чехле, то чуть-чуть габаритнее. Но в целом, вот чисто физически, он выглядит интересно. Не скажу, что прям супер-мега классно. Почему? Потому что, к сожалению, Y700 я уже погонял, и от оболочки мне хочется плакать. Я не знаю, как люди, которые сидят даже на MIUI, либо на яблоках, либо используют OnePlus, и могут говорить, что у Lenovo что-то потребное. Почему? Потому что очень большое количество глюков. Опять же, мое субъективное мнение, вы можете быть как раз впереди планеты всей
приобрести данное устройство, написывать им сотни сообщений, они будут что-то исправлять, либо посмотреть мой обзор и сделать свои выводы. Смотрим! Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Сейчас еще разыгрываются 2 смартфона. 30 числа на лайве, на канале специально для стримов, будем это дело разыгрывать. Не забудьте подписаться с колоколом, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Сегодня провел и сохранил стрим почти на 1,5 часа с 30 фишками, на которые стоит обратить внимание при выборе смартфона. Обязательно посмотрите, если выбираете. Перейдем же непосредственно к Lenovo Legion. Полетели. Поставляется данный смарт в серой, белой и красной расцветке. Дизайн устройства, как для игрового смартфона, интересный, нестандартный. Материалы качественные, сборка хорошая. Рама выполнена из алюминия, а тыльная часть из стекла. Тактильно материалы приятные, но марки. В руках без чехла смартфон лежит удобно. Но использовать его одной рукой, разумеется, не вариант. Огромный он. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0 и боковой разъем, внимание, USB Type-C 3.1 версии 2. Это прям очень круто. 4 микрофона, 2 стереодинамика, один из которых выступает еще в роли разговорного. Такое псевдо-стерео. Звучание с сертификацией HRS Audio отличное, но не лучше, чем у Xiaomi Black Shark 5 Pro. Обзор на который тоже, разумеется, на канале. Dolby Atmos на борту, как и кастомный эквалайзер, за что спасибо. Далее есть прорезиненный слот на 2 сим-карты без возможности запихнуть microSD, что, конечно, для игрового смартфона минус, как и отсутствие мини-джека, хотя многие этим грешат. ИК-порта тоже не завезли. На тыльной части расположили RGB подсветку, настроить ее работу возможность есть, что удобно, но никаких там супер яркости от нее не ждите. Плюс, разумеется, она будет тоже потреблять. Помимо этого, как вы могли уже заметить, в смартфон встроена система охлаждения с испарительной камерой с 2 вентиляторами. К слову, в панели быстрого доступа можно полностью его отключить, что, конечно, иногда хочется сделать, так как он запускается постоянно при загрузке любого приложения. Но хорошо, что можно еще настроить скорость и 3 режима. Плюс у меня он включался реально после того, как я его специально выключал на Твиче на лайве, когда я его гонял. Также есть 2 сенсорные области, которые выполняют функцию триггеров. Использовать их в игре довольно удобно, но нужно привыкать. Вдобавок, в общем количестве всего 6 областей нажатия. И не забываем, что это не механика, я все-таки за механику, хотя она не такая долговечная. Летим дальше. Lenovo Legion Savior Y90 оснащен AMOLED E4 экраном на 6,92 дюйма с разрешением 2460 на 1080 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская. Покрыт экран Corning Gorilla Glass 5 серии. Это хорошо. Пусть не самая новая, но она прям точно неплохая. Соотношение сторон 20,5 к 9, HDR10 и Dolby Vision на борту. Плотность пикселей почти эталонная 388 ppi, но не космос. Пиковая яркость 1300 нит. При прямом попадании света на экран вглядываться не приходится, и яркости лично мне хватает. В солнечный день на улице использовать смартфон можно, но не советую. Частота обновления экрана максимум 144 Гц. На выбор также есть 120, 90, 60 и автогерцовка. Тач на 720 Гц, он меня не особо обрадовал. Тест на частоту дискретизации вы можете наблюдать на экране. Может, у меня какой-то не такой тест, потому что у народа претензий к нему не было. Задержка касания 3,4 миллисекунды. DC-диминг на борту, шим на 100% яркости 4,4%, на 57,6%, на минимальной 17, на нуле 19. С включенным DC-димингом на 100% яркости 4,4%, на 57,6%, на минимальной 17, на нуле 20. Показатели шима хороший, DC-диминг, как по мне, здесь бесполезен. Автояркость работает корректно и хорошо подстраивается под освещение. Под разными углами тон картинки бросает слегка в теплый оттенок, Always On Display в наличии, но не полноценный, и настроить его детально пока возможности нет, а учитывая, что смарт уже давно выпускается, думаю, не будет, только выбрать стиль Always On Display. Далее, мультитач, разумеется, есть, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев расположили на удобной высоте, работает он неплохо. Я бы даже сказал, что он не быстрый, но стабильный. Завести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя. Распознавание лица срабатывает хорошо, но угол, под которым смартфон может распознать ваше лицо, небольшой, и об этом нужно помнить. Внести биометрические данные можно до 5 лиц, что очень даже комфортно. Верхняя рамка и подбородок симметричные, но это не делает их незаметными. Экран в целом хороший, цветопередача насыщенная, яркости экрану достаточно. В настройках большое количество различных настроек для персонализации экрана под ваши предпочтения.
чтения и не только экрана. Отмечу, что интересные функции не заточены под наш рынок. Так, к примеру, двойная камера на видеозвонок работает только с приложением WeChat QQ. И реалистичная вибрация работает только в некоторых играх, допиленных под нее. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, предпоследний у Qualcomm. Максимальная частота которого 3 ГГц, графический процессор Adreno 730, интерфейс ZUI 13 на базе Android 12 версии. Google сервисы просто так не накатить, нужно устанавливать Google Frameworks. И в больших обзорах, я так понимаю, что просто-напросто ее не подключали, потому что без установки этого дела у меня лично смарт не заводился, и так было не один день. Возможно, что все произошло именно сейчас. Но обратите внимание, у кого реально гуглы встают в картинке, а не на словах. В общем, в целом и частности у вас могут они и не встать, потому что при любых обстоятельствах Lenovo может выгрузить прошивку, на которой просто гуглы откажутся работать. Оперативная память LPDDR5 доступна на выбор 12, 16 и 18 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 256 и 512 гигабайт. Вдобавок в комплектации с 512 гигабайтами идет дополнительный SSD на 128 гигабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G, но 5G не для всех из нас актуальная. Я думаю, для тех, кому актуально, вряд ли будут этот смартфон в центре Петербурга или Москвы покупать. Для 4G бенды 7 и 20 на борту. Сеть мобильную ловит отлично, связь по Wi-Fi стабильная, звучание при звонках хорошее, запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи. Датчик приближения работает исправно, двойной вибромоторчик хороший, тактильно приятный. Но настроить силу вибрации нельзя, возможно, где-то как-то допилят. Bluetooth предпоследней версии 5.2 NFC поддерживается, за что отдельное спасибо устанавливаем MirPay и платим. Из навигации на борту GPS от GPS, GLONASS, Galileo, Beidou и QZSS. GPS-тест показывает точность до 3 метров, что стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора 5600 мАч, PC-марки выдал очень скромные 7 часов 12 минут и осталось еще 20%. Тест я проводил, разумеется, на 144 Гц на максимальной яркости. То есть в целом, если мы герцовку поменяем, то смарт выдержит коронные 8-9 часов, я уверен. Нет у меня претензий по автономности. Смарт поддерживает быструю зарядку на 68 Вт и безопасную зарядку во время игры. Это такая его фишка, про которую мне все время на Твиче, пока его гонял, напоминали на стриме. Только он и без этого подлагивал. И человек, который за него топил, его продал. Так что вы понимаете, насколько это актуально. Может быть, у него запас их штук 20. Смотрите Авито, как говорится. Заряжается с 0 до 100% от родного адаптера питания за 40 минут. Беспроводной зарядки на борту нет. За 2 часа игры в Diablo Immortal с одновременным стримингом улетает 46% заряда. Картинка была плавная, но фризы опять же проскакивали. Смартфон нехило так нагрелся, кулеры автоматически сами включались, даже когда их насильно отключал. В других играх без стрима смартфон показал себя отлично, Genshin дается ему без проблем, как и, разумеется, легкие игры наподобие PUBG или Standoff. Также на борту есть различные настройки, полезные функции и так далее для персонализации смартфона в играх под вас, что для игрового смартфона любого стандартно. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест на холодную проходит хорошо. 330 гипсов минимально, максимально 392, в среднем 352 гипса на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 1210, в мультикоре 3369, 3D Mark показал Wildlife 7774, Wildlife Extreme 2592, Wildlife Extreme Stress Test 2466, Wildlife Stress Test 7771, Slingshot и Slingshot Extreme, разумеется, на максимум. В Antutu выдал результат в 1 миллион 29 тысяч попугаев, и это круто. Storage Test показал великолепные 76 909 баллов. 45-минутный стресс-тест смартфон прошел неплохо. Результаты теста искусственного интеллекта тоже хороши, 1 миллион 129 тысяч. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух модулей и двойной LED вспышки. Основной модуль на 64 мегапикселя, широкоугольный на 13 с углом обзора в 120 градусов. Запись видео доступна в максимальном бесполезном разрешении 8К 24 FPS, но пусть будет запас. 4К 60 FPS также на борту, цифровая стабилизация на борту, и работает она только при 4К 30 FPS и ниже. Оптической стабилизации, разумеется, не завезли. Это игровой смарт. Замедленная съемка может снимать в максимальном разрешении 1080p 240 FPS, тоже не космос. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 FPS. В стоке смартфон имеет достаточно много различных режимов для видео и фотосъемки, за что отдельное спасибо. Цифровой стабилизатор отрабатывает хорошо, видеосъемка с основного модуля неплохая, как для игрового смарта, но, к сожалению, в 4К 60 FPS стабилизация никакая. Короткие примеры вы сейчас увидите, как видели и в начале, и в конце. Ну что, максимальное качество фронталки 1080p 60 FPS. И я не вижу здесь, кстати, особо лютого роллинг-шаттера. Плюс я бы хотел сказать, что да, цвета, может быть, и не натуральные, но я ожидал худшего и по разрешению, и по всему остальному. Поэтому вы сейчас видите, как я ее тестирую в неблагоприятных условиях обстановки. То есть
она уже показывала себя довольно неплохо. Для игрового смарта более чем, но для ночной съемки, как вы понимаете, это абсолютно такая номинальная штука из разряда «я здесь был», как подтверждение, и все. Основная камера имеет возможность снимать в 8К, стабилизация в 4К 60 FPS, как вы видите сейчас, вот я снимаю. Если начинает двигаться и в двух руках смартфон, нулевая, можно сделать X2 резко, можно сделать X1 и в 4К 60 FPS съемка даже в ночи, я бы сказал, неплохая. Неплохая, X5 максимум. Вот сейчас попытка найти стабилизатор в 1080p 60 FPS. Ну, чуть-чуть лучше. Но также картинка прилично плавает. Есть определенная задержка, то есть я двигаю смарт, а он движется позже. Но это не критично. Еще раз повторяю, что от игровых смартфонов данных вещей ждать не стоит. И напоминаю, что настроить его, но это боль, потому что я, допустим, чтобы зайти в Google аккаунт, конкретно себе мозг взорвал. И нет, там не просто включить Google сервисы, и не просто там Google Play Market APK скачать, или откатиться по прошивке, или еще что-то. Нет, тут вообще как фреймворк, когда в винде забываешь установить, вот здесь каким-то магическим образом переустановка всего от Гугла помогает зайти в него. Почему? Ну вот неизвестно, но помогает. Русифицировать я его не стал. Глобалки не выпустили в первой половине года, когда он вышел. И сейчас, я думаю, тоже вряд ли она появится. Главное, на английском, в принципе, все и так понятно. Еще немного к фронталке. Мне, к слову, довольно сильно нравится здесь вибро. Оно может быть и топорное, но оно такое весомое. Может быть, из-за самого девайса, из-за его габаритов. Ну, в целом, вот заходит мне это дело. Фронталка, конечно. Ночной пример ультраширика. Максимальное разрешение для съемки у ультраширика 1080p 30 fps. И хорошо, что снимает. Притом у него стабилизация, как вы видите, в 1080p 30 fps прям нормальная. Можно с него, кстати, уходить сразу на основную и на X2. Ну, X2, конечно, шумы. Да вообще все сплошное шумы. YouTube будет думать опять, что у меня ужасная запись. Ну и ладно. Зато вы видите примеры. HDR10+, отдельный режим. И, не знаю, на X2 можно переключаться. Не совсем понимаю, зачем он в видео. Ну, если он есть, значит, это кому-то надо. Правильно. Стаб, разумеется, нулевой в этом режиме. Есть возможность активировать подсветку. Ну, неплохо. Если стоять и плавно стараться вести самому. Хотя все равно я вижу обрывы, возможно, вы их видеть не будете. Максимум зум у фото X8 и... Ну, неплохой. Фронталка 1080p 60 fps. И вот оно, неприятное место. 4К 60 fps. Напоминаю, что можно включить 8К. Смысла вообще не вижу. Если встать, то картинка намного белее, чем есть на самом деле. Так что с балансом белого здесь не все хорошо. И маленький пример съемки на основную камеру, если вас будет кто-то снимать, но не это важно. Важно то, что я в начале и в конце это не сказал, и кто смотрит ролик полностью, узнает мое мнение. Я не думаю, что вы найдете игромана, который выберет между любым Black Shark. Да, это не идеальный вариант, но все же за 30 тысяч рублей на Али можно более чем приличный аппарат купить. И Asus ROG что-то из Lenovo. Знаете почему? Я думаю, вы догадываетесь. Даже когда я играл на нем, вот эти 2,5 часа были нормальные такие проскакивания и лаги. Понятно, что в 720p я
получается, стримил в Твиче. Это максимум. Люди, может быть, не видели. Если вы пересмотрите, первый час прямо это было заметно раз 8. И на рогах в Diablo такого нет. Смотрим. Фронталка, день, съемка против солнца, 1080p 60 fps. Вот сейчас солнце бьет мне в глаза. Ну, дорисовывает по ощущениям с одной стороны, с другой стороны. Телефон тяжелый, в руке в одной. Нести какое-то время несложно, то есть минуты 2-3. Потом рука начинает слегка уставать. Это раз, но два. Съемка мне нравится. Роллинг шаттера, в отличие от Mi 11 Ultra, который я недавно тестировал, я не вижу. И это хорошо. 4К 60 fps, основная камера, съемка, как всегда, живности летающей. Ползающую уже снимали, теперь летающую. И по большому счету с двух рук прям красиво получается. Вот насколько он убого выглядит с одной стороны, с другой стороны снимает он прям хорошо. X2, допустим, вообще прелесть. Никаких претензий. Никаких. Не знаю, как микрофона, но картинка на самом смартфоне очень классно выглядит. 4К 60 fps, тест автофокуса. Раз, два. Ну, вообще все довольно плавно, хотя с балансом белого, опять же, на самом дереве. И вот здесь вот граница, видите, не очень. Но с другой стороны, здесь довольно сложный сценарий. Мне не кажется, что кто-то лучше сможет справиться. Хотя... Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека, система охлаждения, которая, по моему мнению, в скором времени забьется пылью и придется, как все, улыбаясь, говорят, вам отнести в сервис, чтобы там почистили. Есть функция автовыдува, но вы же понимаете, что такое автовыдув. У всех были ноутбуки, у всех были компьютеры, мы все прекрасно понимаем, что и что, особенно когда вы смарт все время с собой таскаете, а там дырок больше, чем в швейцарском сыре. И, разумеется, нет глобалки и не предвидится. Плюс очень сложно устанавливать гуглы, которые не встают очень долго, и не только у меня. Цену можете посмотреть, перейдя по ссылке в видео. Это один из огромных плюсов данного смартфона. Он стоит недорого. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Сейл закончился, но адекватные ценники на Lenovo, я думаю, останутся. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, может быть, даже в нашем ритейле. Я туда обязательно скину промики. И не забываем, еще раз повторяюсь, смотреть мой стрим по поводу выбора смартфонов. Возможно, вы что-то сможете добавить, и у вас другое мнение. Буду очень рад его прочитать. Резервировать я могу довольно просто. У 4К 60 fps у него 10 минут лимит. У него внутри вентиляторы. И нет блогеров, которые бы вам не сказали, что рано или поздно вам придется ввести его или нести в ремонтную мастерскую, чтобы либо почистить, либо они вам заменили вентиляторы, которые вы благополучно сжатым воздухом по-любому рано или поздно сломаете. Это не тот девайс, про который можно сказать, можно брать для повседневного использования. Любая влага, количество дырок, непривычно вам будет камера по центру. Плюс помимо этого, разумеется, то, что могут слететь гуглы, нет глобальной версии и не будет. Плюс это ПО, к сожалению, у Lenovo, и если вы найдете блогера, который вам скажет, я хожу с Lenovo, ну круто, потому что я хожу с Poco F3 и iPhone 13 Pro Max, оператор у меня Игорь ходит с Samsung и OnePlus, и я не знаю никого, кто бы ходил с Lenovo или Motorola. Знаете почему? Ну, я думаю, вы без меня поймете. Все эти оптимизации под одновременную зарядку смартфона и игру, все эти плюшки из разряда его диодов или триггеров, все это круто, если вы собираетесь использовать его дома, в студии, для того, чтобы стримить через него, опять же, через карту захвата, какие-то игры, в которых вы профи. Все остальные сценарии использования подразумевают, что он у вас погибнет довольно быстро. Перепродать вы его выгодно сможете только ближайшие 2-3 месяца, пока про него не будет еще каких-нибудь обзоров людей, которые накупят его за 29-30 тысяч рублей. Я гонял его, еще раз повторяюсь, на Твиче. Там был всего один, и это хорошо, пользователь, который за него очень топил. К слову, этот пользователь его продал сразу же практически на 20% дороже. Чего я и вам желаю. Купите до 30-ки, либо в районе 30, успейте до того, как этот обзор или еще какой-то подобный посмотрят много людей, потому что все остальные обзоры хвалебные, и сможете на этом деле заработать. Такой вот странный лайфхак. Для повседневного использования людям на улице, если вы выходите на улицу, такой смартфон рекомендовать не может никто.
кулеры, которые встроены в смарт, это плохое решение. Всегда можно что-то навесить. OnePlus есть у меня на лайв-канале обзор. Black Shark'ов на основном канале тоже было 4 обзора. Кулеров море. Все, кто ими пользуется, рано или поздно понимают, что это бесполезное дело. А здесь он у вас встроен. И у вас 4 огромных дырки, которые ничем не закрываются. И их не закроешь. Поэтому девайсу от меня однозначно для использования в повседневе нет. Как игровому устройству локальному в закрытом помещении, где у вас студия, да. Не забудьте подписаться на канал, пишите в комментах, что еще купить на обзор. Скоро на лайв-канале или на Твиче я буду гонять GT Master Explorer Edition от Realme. Добра и удачи вам, дорогие друзья!